Когда роды наконец завершились, тело Марисы Доннелл все еще дрожало от изнуряющего напряжения, и первые мгновения она почти не понимала, кто находится в палате и чей голос обращается к ней, а ее муж Лео, обычно спокойный и уверенный, настойчиво просил ее внимательно взглянуть на их новорожденного, что тут же заставило Марису подумать самое худшее. Неужели с ребенком что-то не так? Он выглядел встревоженным, губы сжаты, взгляд напряженный, и это беспокойство мгновенно эхом отозвалось в сердце Марисы, которая за все месяцы беременности ни разу не испытывала такого спазма тревоги. Она ждала своего первого ребенка, и каждый день ощущался как целая жизнь. Настолько сильным было предвкушение момента, когда она сможет впервые прижать малыша к груди. В их небольшом доме в Уайтстоуне, штат Вирджиния, все было подготовлено идеально. Марисса, 32-летняя школьная библиотекарь, каждый день любовалась тем, как округляется ее живот, насмешливо шептала нерожденному малышу и смеялась над его толчками. А рядом Лео, 38-летний специалист по инвестиционному анализу, сиял гордостью, когда касался ее кожи и слушал ритм маленькой жизни внутри нее. Они вместе выбирали каждый штрих для дома, планировали, как будет выглядеть детская, спорили о том, какой ночник лучше, перебирали мягкие игрушки, выбирали имена и смеялись, когда понимали, что им трудно представить, что этот дом скоро наполнится маленьким, но очень громким криком. Однако Мариса с самого начала была непреклонна. Она не хотела знать пол ребенка заранее, считая, что в мире остается так мало настоящих сюрпризов. Лео же мучился от желания узнать, и на каждом УЗИ он боролся с собой, но все же слушал просьбу жены сохранить тайну. Мариса же тем временем все больше убеждалась, что носит девочку. Она любовалась розовыми оттенками, кружевными деталями, выбирала нежные декоры, и каждый раз, когда малыш толкался, ей казалось, что это подтверждение ее интуиции. Но однажды Лео все-таки поддался любопытству и тайком от жены отправился к врачу, надеясь услышать правду. Он вошел в кабинет с бешено колотящимся сердцем, а когда доктор все-таки назвал ему пол ребенка, Лео испытал шок, который быстро сменился оглушающим счастьем. После этого он едва выдерживал собственную тайну. Дни шли, и Мариса ничего не подозревала, продолжая украшать комнату в оттенках розового золота, не уставая напевать малышу песенки. Но чем ближе становился срок, тем тревожнее она себя чувствовала. Внутри было какое-то необъяснимое давление, будто что-то важное оставалось скрытым. И в эти последние недели Лео стал заметно молчаливым и отстраненным, избегал долгих разговоров, словно боялся случайно проговориться. В один из дней, когда Мариса приводила дом в порядок перед будущим праздником в честь рождения ребенка, Лео вышел из дома и не сказал ни слова о том, куда направляется. Сначала она не придала этому значения, но когда вернулась в гостиную и увидела на столике у двери сложенный листок бумаги, ее сердце невольно болезненно сжалось. На записке, написанной знакомым почерком мужа, было короткое: «Мне нужно немного побыть одному. Я ушел. Позвони маме, если тебе что-нибудь понадобится». Мариса тревожно нахмурилась. Лео в последние недели действительно вел себя странно, и она решила, что напряжение и нервное ожидание просто дали о себе знать. Она не стала ему звонить, решив, что он вернется, когда придет в себя, но спустя несколько часов ее пронзила резкая боль в животе. Короткая, словно вспышка. Она попыталась убедить себя, что это всего лишь судорога, но к вечеру боль вернулась в 1000 раз сильнее, так что Мариса почти упала с дивана, задыхаясь от неожиданного ужаса. Ей пришлось ползти по полу, чтобы достать телефон, и, едва набрав номер скорой помощи, она ощутила, как тело дрожит не только от боли, но и от страха за ребенка.
Врачи приехали быстро, подключили аппаратуру, задавали вопросы, но она могла лишь всхлипывать и звать Лео. Тем временем Лео находился у своего двоюродного брата, пытаясь признаться, что несколько недель носит в себе секрет, который боится раскрыть жене, и именно в этот момент ему позвонили из больницы. Он вскочил, не помня себя, и домчался туда с таким отчаянием, словно от этого зависела вся его жизнь. Когда он забежал в палату, Мариса сидела на кровати и плакала, но, увидев его, сразу обняла, не вспоминая ни записку, ни обиду. Доктор, который вошел следом, сообщил, что у нее были ложные схватки перед настоящими родами и что ни ей, ни ребенку ничего не угрожает. Они уехали домой успокоенными, и в ту ночь Лео был нежнее, чем за последние недели. Но через несколько дней все началось по-настоящему. У Марисы отошли воды, и настоящие схватки обрушились на нее горячими волнами боли. Лео поддерживал ее, пока они спешили в больницу, держал за руку, шептал ей слова поддержки, стирал пот со лба, а она хваталась за него так, словно он был единственной опорой в мире. Часы тянулись мучительно долго, и каждая схватка приближала момент, которого они ждали так долго. Когда ребенок, наконец, появился на свет и первый крик разрезал воздух, Мариса ощутила, как ее сердце будто расцвело. Но едва ей передали аккуратно свернутого малыша, Лео попросил ее развернуть одеяло. Он говорил это с такой взволнованностью, что она даже сквозь усталость заметила что-то странное. Она разворачивала пеленки слой за слоем, но под каждой вновь оказывалась другая, а под ней еще одна. Взглянув на Лео и увидев его загадочную улыбку, Мариса почувствовала, как сердце забилось быстрее. Наконец, под последним слоем оказался маленький белый свитерок с вышитыми словами. «Ну что, похож ли я на мальчика?» Мариса не сразу поняла, а потом резко втянула воздух, осознавая. Лео все это время знал, что у них будет сын. В ту же секунду дверь распахнулась, и в палату вбежали родные, смеясь, крича «Сюрприз!», держа телефоны наперевес, готовые запечатлеть ее реакцию. Лео признался, что хотел устроить особенный момент, чтобы тайна раскрылась в окружении семьи. Мариса плакала и смеялась одновременно, держала малыша, на которого уже не могла наглядеться, и вдруг поняла, что все — и тревога, и внезапные боли, и его исчезновение — стало частью той истории, которую они будут рассказывать всю жизнь. Она взглянула на мужа и сказала, что, похоже, им придется перекрашивать детскую, но ее смех сквозил таким счастьем, что цвет обоев перестал иметь какое-либо значение. Их сын был в ее руках, Лео стоял рядом, а вокруг них собиралась семья, и Мариса чувствовала, как внутри распускается тихая уверенность. Какое бы количество неожиданностей ни приготовила им жизнь, они встретят их вместе, потому что именно так рождается настоящая семья. В любви, смехе, страхе, ошибках, прощении и бесконечной готовности идти дальше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.